Это Gaia BH1, самая маленькая известная нам во Вселенной черная дыра. Однако в этом маленьком черном шарике скопилась невероятно колоссальная масса в 9 Солнц, поэтому она далеко не такая безопасная, как вам может показаться. Давайте удалим отсюда Луну и посмотрим, как произойдут события, если эта черная дыра заменит спутник для нашей Земли. Раз, два, три. Что произойдет? Ну, как бы... А что еще другого следовало ожидать от такой маленькой черной дыры, верно? Нашу планету Земля просто выкинула из Солнечной системы. Причем это произошло сразу же, моментально. Я специально сделал симуляцию довольно медленной. Землю мы угробили, теперь давайте посмотрим, что произойдет с другими объектами в Солнечной системе. А тут, к сожалению, уже произошел целый кризис, потому что орбиты всех объектов и даже Солнца, как видно, полностью сломались. Вот посмотрите, как сейчас крутится Солнце вокруг этой черной дыры. Меркурию, правда, каким-то образом удалось во всем этом аду выжить. И даже Венере, как посмотреть, вот она где находится. Хотя она стала еще горячее, чем была до этого. Земля, между тем, уже успела улететь от Солнца на десятки тысяч километров. И вошла в состояние нового ледникового периода, только на этот раз, к сожалению, ледниковый период теперь останется с ней навечно, как и под этими руинами останется вся человеческая цивилизация. Она пока что не смогла полностью уничтожить Солнечную систему, поэтому давайте перейдем к новой, еще более крупной черной дыре и посмотрим, как она уже повлияет на нашу систему и сможет ли она ее уничтожить. Это Лебедь X1, одна из самых маленьких черных дыр во Вселенной, которую мы знаем. Здесь аж 21 солнечная масса, поэтому давайте посмотрим, что будет, если поставить ее вместо Юпитера. Чтобы было интереснее, я даже поставил сюда все спутники самой большой в нашей Солнечной системе планеты. Самое главное посмотреть, выживет ли в этот раз Земля, потому что теперь она находится куда подальше от этой черной дыры. Да, она, конечно, опаснее, но и расстояние тоже побольше. Может быть, это спасет нашу планету, может быть, нет, поэтому давайте проверим. Запускаем симуляцию и смотрим, как будут развиваться дела. А уже, кстати, все очень плохо. Один спутник за другим Лебедь либо поглощает, либо вообще, обратите внимание, отправляет куда подальше от нашей Солнечной системы. Давайте посмотрим на другие наши планеты. Может быть, Лебедь как-нибудь и на них успел повлиять. Ну, кстати говоря, на удивление, наша Солнечная система довольно устойчиво сохраняет свою орбиту. Но это пока еще. Я увеличил скорость времени до 1 суток в секунду, и вот уже теперь Солнечная система сдает свои позиции. Земля еще неистово пытается сопротивляться, и тут ситуация 50 на 50. Если повезет, то выживет и будет крутиться вокруг Солнца с черной дырой. Если нет, то конец нашей планете. Венера и Меркурий летят друг за другом хвостом, а Земля все ближе к черной дыре. Будем надеяться, что не засосет. Так, давайте посмотрим, выживет ли Земля. И, кстати, на удивление, Земля выжила, но понесла колоссальный ущерб. И она сильно потеряла в своей массе, настолько все плохо, хотя она выжила, что самое главное. Лебедь не столько даже засасывает наши планеты, сколько заставляет их крутиться по очень вытянутой орбите, при этом параллельно нанося им всем ущерб. Я думаю, что Лебедь уже настолько тяжелая черная дыра, что может нанести непоправимый вред нашей системе, но при всем при этом пока еще не способна ее полностью поглотить. Но теперь мы заменим эту черную дыру на еще более опасную. И вот уже она, скорее всего, точно полностью уничтожит нашу систему. Это Стрелец А. Черная дыра, которая находится в самом центре нашей с вами галактики Млечный Путь. Поэтому, если оценивать этого гиганта с теми черными дырами, которые мы уже успели рассмотреть в этом эксперименте, то кажется, как будто бы они вообще не смогли нанести Солнечной системе никакого вреда. Давайте поставим вместо Солнца эту черную дыру Стрелец А и посмотрим, что произойдет. Пора прощаться с Солнцем, оно нам больше не нужно. Сравним размеры Солнца этой черной дыры. Давайте увеличим ее массу на ту, которая у Стрельца, и посмотрим, насколько она возрастет. Итак, раз, два, три, и вот
настолько огромной является Стрелец. Смотрите, насколько сильно Стрелец искажает вокруг себя свет, что орбита Меркурия вообще может показаться его аккреционным диском. Давайте запускать симуляцию и надеяться, что после Солнечной системы останется хоть что-нибудь, хотя бы в руинах, хотя бы кое-как. Начинаем и смотрим, и... Ой-ой-ой. Мне, конечно, как бы, ну, несколько грустно, хотя я сам это все устроил, да, я понимаю, но смотрите, насколько медленно сейчас идет симуляция. Всего 1 час в секунду. Этот Стрелец успел уничтожить почти всю Солнечную систему всего, получается, за несколько часов. И притом он не закончил. Самые дальние объекты, включая вот Уран и Нептун, и Плутон в том числе, самые, то есть, дальние планеты и астероиды, он продолжает только сейчас в себя засасывать. Но может быть хоть что-то выживет в Солнечной системе? Давайте понаблюдаем. Вот такой результат просто беспрецедентный. Если бы сейчас вы летели на Плутоне, то вот такую вы бы видели перед собой картину, когда вас засасывает черная дыра. Будем надеяться, что хотя бы квантовое бессмертие не какая-то научная теория, а реально существующая тема. Но Солнечная система кое-как умудряется выжить раз за разом. Но теперь давайте поставим вместо Стрельца еще более опасную черную дыру. И вот уже на этот раз, я думаю, Солнечной системе будет окончательный конец. Давайте проверять. М31 принадлежит нашей соседней галактике Андромеда. Хотя Млечный Путь и Андромеда очень похожи, и по массе они почти одинаковые, самая крупная черная дыра у Андромеды при этом значительно больше нашего Стрельца. Для старта давайте посмотрим, насколько вообще М31 это визуально большая черная дыра. Итак, увеличиваем ее массу и смотрим, насколько она большая. И вот... Посмотрите, это очень, очень внушительные размеры для черной дыры. Ну, то есть при таких размерах Венера, Земля и Марс уже изначально будут поглощены этой черной дырой. Если даже сейчас я включу время, то... Ну, в общем-то, вы сами понимаете, что М31 делает с нашей Солнечной системой. Тотальное уничтожение всего привычного нам мира. То есть М31 просто не оставит никаких шансов в Солнечной системе при таких раскладах. Это даже не обсуждается. Поэтому я предлагаю немножечко изменить условия игры. Вот они, Солнечная система и М31. На расстоянии ровно 5000 астрономических единиц друг от друга. Давайте глянем, какие будут последствия от такого столь немалого разрыва между ними. Ну, в общем-то, уже сейчас вы видите, насколько этот монстр воздействует на нашу систему даже на таком гигантском расстоянии. Солнце сейчас летит уже почти в 30 тысяч километров в секунду, и чем ближе, тем быстрее. Посмотрите, как быстро она поглощает всю нашу систему, как это делает четко, остро и невероятно стремительно. Тон 618 невероятен. Кстати говоря, это он таким образом искажает свет от нашего Солнца. И, кстати, если бы вы сейчас были на Земле, то наблюдали бы перед собой примерно вот такую картину. А это он такой гигант только на расстоянии в 5000 астрономических единиц. Но, конечно, для подобного гиганта это будет несправедливо, поэтому давайте увеличим расстояние от него до нас на 10 тысяч световых лет. Запускаем симуляцию, и сразу же видно, что Солнце очень-очень медленно, но уже наращивает свою скорость передвижения. Конечно, на таком расстоянии Тон 618, чтобы поглотил всю нашу Солнечную систему, должны пройти миллионы лет. А, кстати говоря, это и есть ее остатки. А это Церера, это карликовая планета нашей системы, которая сейчас уже угасает, и это одно из немногих, что осталось от нашей прежней системы. И вот Церера сейчас остается всего в нескольких мгновениях от полного поглощения черной дырой. Все это ждет нас, если бы такая черная дыра была рядом или даже в тысячах световых годах от нашей Солнечной системы.